Дорогие друзья, приветствую вас на канале Food Court. И сегодня я буду готовить сервелат. Сервелат классический, свино-говяжий, мелкозернистый, варено-копченый. Вот такую прекрасную вкусную колбаску вы можете приготовить дома своими руками. Варено-копченый сервелат – это одна из самых любимых, самых вкусных колбас. Друзья, если вы смотрите на канале это видео без подписки, подпишитесь на канал Food Court прямо сейчас. Поставьте лайк этому видео, поделитесь этим рецептом в социальных сетях. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете простой секрет, как из обычного варено-копченого сервелата приготовить сервелат полусухой. Фактически в этом видео я покажу вам приготовление варено-копченого сервелата в двух вариантах. И вы сможете выбрать для себя тот, который понравится вам больше всего. Итак, друзья, давайте начнем готовить сервелат. Для приготовления свино-говяжьего сервелата я использовал говядину, обычную первого сорта желованную, и свинина, нежирная, это лопатка. Кроме этого, в рецептуре этой колбаски есть свиной шпик, хребтовое сало. Из расчета 250 грамм на 1 килограмм мяса. Мясо, говядина и свинина у меня прошли предварительный посол. Посолочная смесь 2% соли на вес мяса плюс вес шпика. Нитритная соль пополам с поваренной солью. Нитритная соль у меня с содержанием нитрита натрия 0,6%. То есть на 1 килограмм мяса плюс вес сала я взял 20 грамм соли, из которых 10 грамм поваренная соль и 10 грамм нитритная соль. Вот такие пакеты мяса я упаковал, и сейчас отправлю его в морозилку примерно на 1 час, чтобы подморозить. Соблюдение температурного режима – это один из главных, самых важных принципов при приготовлении варено-копченых колбас. Пока подмораживается мясо в морозильной камере, я подготовлю свиной шпик. Это хребтовое сало, оно тугоплавкое. Слегка его подморозил, и теперь нарежу вот на такие пластинки, потом на полоски, а потом на мелкий кубик, где-то примерно 5 на 5 миллиметров. После того, как я нарезал свиной шпик мелким кубиком, я проведу бланширование. Этот процесс необходимо провести для того, чтобы свиной шпик не осалился при тепловой обработке и для того, чтобы получить мелкозернистость сервелата. Я беру обычный кипяток, практически до 100 градусов, и заливаю свиной шпик, промываю его кипятком. Таким образом я смываю верхний такой слой поверхностный жира. Вот таким образом промытый бланшированный свиной шпик я помещаю в 2 контейнера и отправлю их в морозильную камеру. И каждые 5-7 минут я буду помешивать для того, чтобы кусочки вот эти свиного шпика не смерзлись в один цельный комок. И я смогу затем равномерно распределить уже подмороженный свиной шпик
в колбасный фарш. Вот таким образом, распределив по дну контейнера тоненьким слоем бланшированный шпик, я его сейчас отправлю в морозильную камеру. Итак, продолжаем работать с мясом. Говядина и свинина подморозились. Вот в таком виде мясо подготовлено для того, чтобы пропустить его через мясорубку. Говядину я буду перекручивать 2 раза. И первый раз я перекручу ее на решетке диаметром 5 мм. После того, как я перекрутил фарш на решетке 5 мм, я вмешиваю подмороженный шпик. Вот в таком вот идеальном виде сейчас у меня шпик будет вмешиваться в нежирное сырье, в говяжий фарш. Шпик я вношу в говядину частями и равномерно распределяю его среди всего фарша. Шпик подморожен, говядина перекручивалась на мясорубке, тоже подмороженная. Важно соблюдать температурный режим. То есть температура фарша при его составлении не должна превышать 8-10 градусов. Это критически важно, поскольку колбаса будет проходить тепловую обработку, и для того, чтобы избежать бульонного отека, вот именно соблюдение температурного режима – это ключевой момент. Смешанный говяжий фарш со свиным шпиком я упаковываю в zip-пакеты и отправлю еще на 1 час в морозильную камеру для того, чтобы подморозить его и затем пропустить его 2-й раз через мясорубку с решеткой уже 3 мм и получить вот ту самую мелкозернистость. Пока говядина и свиной шпик подмораживаются, я перекручу через мясорубку свинину. Вот в таком же виде она подготовлена для мясорубки, подморожена. И сейчас я ее пропущу с решетки на решетке 5 мм. Свинину я пропущу через решетку 5 мм 1 раз. Этого будет достаточно для того, чтобы получить красивый рисунок на срезе нашей колбаски. Теперь я упакую свиной фарш в zip-пакет и отправлю в морозильную камеру на небольшое время, пока я буду 2-й раз перекручивать говядину и свиной шпик. Вот говядина и свиной шпик, которые где-то за 1,5 часа хорошо подморозились. И теперь я подготовлю этот фарш для того, чтобы 2-й раз перекрутить на решетке уже 3 мм. Я сейчас нарежу говяжий фарш вот такими полосками, удобными для того, чтобы пропустить его через мясорубку. Фарш хорошо подморожен, и теперь решетка 3 мм позволит мне получить мелкое зерно, и при этом свиной шпик не размажется. Друзья, пока я перекручиваю фарш, у вас есть точно 1 минута поставить лайк этому видео. Если этого вы еще не сделали, нажмите на вот этот пальчик вверх, я вам буду искренне благодарен. Теперь пришло время вносить специи и приступить к составлению фарша. По этому рецепту в состав свиноговяжьего сервелата я вношу
Из расчета на 1 килограмм фарша перец черный молотый 1 грамм, перец молотый белый 1 грамм и перец молотый душистый, такой крупно дробленый у меня 1 грамм. Кроме этого, в состав специй входит чеснок сухой 2 грамма на 1 килограмм, мускатный орех молотый 1 грамм и кардамон 0,5 грамма на 1 килограмм. Кроме этого, я вношу в фарш пищевой фосфат для удержания влаги 2,5 грамма на 1 килограмм и аскорбат натрия, это антиокислитель жира, полграмма на 1 килограмм. Подробную раскладку специй, рецептуры этого фарша для свино-говяжьего сервелата вы найдете в описании к этому видео. Специи я вношу частями пропорционально и тщательно вымешиваю вместе с фаршем. После внесения специй в говяжий фарш я добавляю фарш свинины и все вместе вымешиваю. Очень важен контроль температуры. В процессе вымешивания фарш нагревается. Вот сейчас у меня температура фарша 1 градус. После ручного смешивания фарша со специями я перемещаю фарш в планетарный миксер. Это обычный домашний тестомес. И вот с такой вот насадкой я буду вымешивать фарш для того, чтобы он получил ровную консистенцию, однородное состояние. И при этом я добавляю в фарш 10% от веса ледяной воды. Вода нужна именно ледяная, подмороженная, для того, чтобы в процессе вымешивания в этом планетарном миксере фарш не нагревался. Вымешивать я буду на средних оборотах примерно 5 минут. Эту процедуру можно выполнить руками, но на это уйдет достаточно много времени и больше усилий. Я решил использовать бытовую домашнюю технику. Вот такая однородная, плотная фарша-масса у меня получилась в результате вымешивания в планетарном миксере. Фарш тянется. Вот эти белые нити – это то, что будет связывать фарш в структуре колбасы. Они тянутся, имеют консистенцию такого мягкого пластилина. Ну и, конечно, контрольный замер температуры. После вымешивания фарш не должен нагреваться выше 6-8 градусов. У меня получился фарш температурой 3,5 градуса. Ну и теперь сразу же я приступаю к набивке колбасной оболочки. У меня колбасный шприц вертикальный, объем 5 литров. Коллагеновая оболочка диаметром 50 мм. Я нарезал на кусочки 40 см, перевязал с одной стороны шпагатом и набиваю батоны колбасы. Если у вас нет колбасного шприца, вы можете воспользоваться обычной мясорубкой со специальной насадкой для колбас. Коллагеновая оболочка она натуральная. Предварительно я ее замочил на 15 минут в теплой воде. Вот, набиваю достаточно плотно, но тут нельзя усердствовать, потому что она не такая прочная, как полимерная. Вот такие 8 батончиков я набил, перевязал их с двух сторон, уплотнил обвязкой, и можно сделать зубочисткой проколы там, где есть остатки воздуха. Вес одного батончика получился в среднем 500-550 грамм.
Сделав уплотнительную перевязку, я сразу же приступил к этапу тепловой обработки. А обсушку, первый этап, я буду проводить в духовке при температуре 55-60 градусов, при открытой дверке, включенной конвекции. В течение 25-30 минут я проведу обсушку колбасы для того, чтобы потом провести тепловую обработку в сous-вид. Вот такой комбинированный способ я избрал для приготовления именно свино-говяжьего варено-копченого сервелата. После обсушки в духовке колбаска приобрела такой натуральный яркий колбасный цвет. И теперь я упакую ее в вакуум и буду проводить тепловую обработку в сous-вид. Температурный режим для тепловой обработки я выбрал 68 градусов и 120 минут, то есть 2 часа. Колбаса в вакуумной упаковке помещается в контейнер с водой и ротационный кипятильник, включен на заданный режим, и ровно через 120 минут он выключит нагрев, и после этого я проведу резкое охлаждение в ледяной воде, чтобы остановить тепловую обработку, и буду проводить обсушку и копчение. Итак, после тепловой обработки в сous-вид колбаска провела у меня ночь в холодильнике, потом я ее обсушил, и 6 часов она коптилась на холодном дыму. Пассивный дым-генератор, фракция 0,3 мм опилки дерева ольха. И после проветривания она провела еще 3 суток в вакуумной упаковке. И вот такой результат у меня получился: свино-говяжий сервелат варено-копченый. И теперь я его разрежу, посмотрим структуру, консистенцию, рисунок, ну и попробуем на вкус. Вот такая красота получилась. Структура плотная, ровная, рисунок красивый, мелкое зерно. Специи прорисовались. Настоящий сервелатик. Ну и, конечно, пахнет он замечательно. Легкий аромат копчения. Смотрите, эластичная колбаска. Оболочка прекрасно снимается. Вот такой достойный продукт можно получить дома, сделав его своими руками. Но, друзья, это еще не финал. Я обещал вам показать, как приготовить свино-говяжий сервелат полусухой. Вот эти вот 2 батончика провисели в холодильнике ровно 7 дней. Они потеряли в весе где-то 12%. Теперь я упакую эту колбаску в вакуум и оставлю еще на 5-7 дней для того, чтобы влага распределилась и мы увидели настоящий результат. Вот в таком виде пролежала колбаска в холодильнике в вакууме еще 7 дней. И теперь уже мы можем оценить, что получилось в результате. Ну, что я вам скажу, друзья. 2 недели плюс, да, терпения, выдержки, но результат абсолютно другой. Это настоящий полусухой варено-копченый сервелат. Консистенция уплотнилась, запах стал ярче, рисунок более четкий, вот эта мелкозернистость, она прорисовалась. И сейчас, конечно, мы попробуем ее на вкус. Оболочка отлично снимается, влага перераспределилась, закала практически нет. Идеальная варено-копченая полусухая колбаска. Я не знаю, как на ваш вкус, но именно вот такая колбаска полусухая мне нравится больше всего.
Друзья, если вам понравился этот рецепт, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, поделитесь в социальных сетях этим рецептом, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, оставайтесь на фудкорте, будет много вкусного и интересного.